Очереди возле регистратуры, а также перед кабинетами терапевтов и семейных врачей. По словам сотрудников этой амбулатории, с похолоданием количество заболевших каждую неделю увеличивается. Болеют детки. У меня ребенок тоже переболел недавно. В садик ходят, конечно, детки. Почти вся группа, 25 человек в группе, 22 человека ходит. В 2 раза больше. Настолько увеличилось количество пациентов с простудой с начала месяца. По данным врачей, чаще болеют дошкольники. По нашим подсчетам, больше болеют дети от 3 до 6 лет, которые посещают детские коллективы. Ну и участились те случаи, дети, которые с мамами дома сидят, их тоже достаточно много. Необходимо детей приучать пользоваться носовыми платочками, не выходить в места скопления людей с маленькими детьми. Мамам посоветую им в такое время больше оставаться в семейном кругу. Как рассказали в амбулатории, диагноз грипп за последний месяц здесь не ставили. У пациентов с температурой, насморком и кашлем выявили ОРВИ. На сегодняшний день ситуация по острым респираторным инфекциям в городе Красноармейске стабильная. Роста заболеваемости нет. В коридорах, вы видите, обращаются большее количество людей, но пороговые цифры мы не превышаем. Заболело всего 344 человека, обратились к ним. Из них школьников 62, порог 149 по школьникам не превышаем. По взрослым порог тоже не превышаем. Заболело всего 57 человек взрослых. Расслабляться в такой ситуации врачи не советуют. Почувствовав недомогание или первые признаки простуды, советуют обращаться за медицинской помощью. Светлана Киктева, Панорама.